Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и заглядывайте обязательно в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Не забывайте также заглядывать в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там тоже представлено большое количество уже готовых узорчиков. Если вам узорчик понравится, вы можете нажимать на ссылку и перейдете на полное видео, где я показываю, рассказываю, как связать данный узорчик. Отдельный привет, слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, комментарии, лайки, за вашу поддержку. Я сегодня вот с такими ниточками, с ними мы уже давным-давно работали, так, но и с новым узорчиком. Так, давайте по порядку. Новички, кто еще не знает эти ниточки, смотрите, называются они Yarnart Jeans. По составу это, смотрите, 50%, 55% это хлопок, 45% это полиакрил. Сразу же, пока не забыла, назову цвет 18, нежно-нежно такой бледно-розовый. Дальше, смотрите, моточки получается здесь по 50 грамм, в 50 граммах 160 метров. И нам здесь советуют производители брать вот крючок 3,5 миллиметра. Я данную пряжу вяжу крючком 3,5 миллиметра. Вот, 3,5. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальны. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Поэтому берите свою пряжу. Не обязательно бегать искать такую же, как у меня. Так, возможно, из вашей пряжи узорчик будет выглядеть немного выигрышнее. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Самое главное, правильно подберите крючок. Точно так же прочитайте инструкцию, аннотацию к пряже. Посмотрите, какой крючок вам рекомендуют производители. И что у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка четкая, все понятно, тем более еще и цветная, это очень удобно. Поэтому опытные мастера можете работать самостоятельно. Так? А новички, кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками. Будете повторять, у вас все получится. Но при этом обращайте внимание на схемку. Мы с вами провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы незаметно для себя научитесь работать со схемками и в дальнейшем будете работать вообще с абсолютно любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и 2 петельки дополнительно по бокам, ну, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 34 воздушные петельки, ну, а вы сколько вы хотите. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот, это мой будущий образец. Далее, смотрите, приступаем непосредственно к узорчику. Такой темно-синий цвет на схемке. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали опять по 2 петельки, столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот шагать полностью по всей нашей цепочке, провязывать столбики с накидом. Видите, по схемке в каждую петельку столбик с накидом. Это несложно. Самое главное, себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получится ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть ни больше, ни меньше. И вот так вот аккуратненько шагаете до конца ряда. Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Поняли, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это несложно. Ну а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш первый ряд готов. Столбики с накидом. Все ровненько, аккуратненько. Идем к следующему ряду. Он у нас такой ярко-розовый. Видите, да, по схемке? Итак, вначале воздушная петелька, поворот.
Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. Нырнули, вытянули и 2 петельки вместе. И следующий столбик точно так же. Провязали столбик без накида. И следующий, и все последующие. Вы вот так вот шагаете по верхушкам столбиков и просто провязываете столбик без накида. Настолько элементарный, простой ряд, что вы справитесь самостоятельно. Угу. И вот так вот шагаете. Опять же, контролируйте сами себя. Количество столбиков у вас будет точно так же, сколько вы набрали изначально петелек в цепочке, сколько у вас столбиков в первом ряду. Все, несложно. Давайте до конца ряда. Ну и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Здесь никаких особенностей нет. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот получается, у нас здесь 3 петельки подъема остались. Мы с вами ныряем аккуратненько в 3-ю петельку и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Поворот. Дальше, смотрите, делаем накид. Следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем все 3 петельки на крючке вместе за один раз. Раз. Это у нас получается полустолбик с накидом. Дальше делаем накид. Теперь смотрите, наша с вами задача опуститься на ряд ниже. Вот наш 3-й столбик, мы опускаемся ниже, вот этот вот столбик. Мы захватываем его сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, это будет рельефный лицевой столбик с накидом. Накид по порядку, следующий столбик точно так же захватываем сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше идем по порядку по столбикам нашим, и следующие наши столбики 1, 2, 3, 4 провязываем полустолбиками с накидом. Нырнули в столбик, вытянули ниточку и провязали все 3 петельки вместе. 1 полустолбик, накид, следующий столбик, 2 полустолбик, накид в следующий столбик, 3 полустолбик и 4. Дальше точно так же провязываем рельефные столбики, только теперь они будут у нас в количестве 4 штук. Итак, смотрим. Вот получается наш столбик. Так, наша с вами задача опуститься на столбик ниже. Опускаемся, захватываем с первого ряда столбик, вытягиваем ниточку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Считаем 1. Следующий по порядку столбик. 2. Следующий по порядку столбик. 3. И следующий по порядку столбик. 4. И у нас здесь получается вот таких 4 рельефных столбика. Видите, да? Уже видно такой объемчик. Здесь было 2 столбика, 4 полустолбика, 4 рельефных столбика с накидом. Дальше вы опять точно так же провязываете 4 полустолбика. Идем по порядочку. Следующий вот наш столбик. Захватили, вытянули 3 петельки вместе. 1. Следующий. 2. Следующий. 3. Следующий 4. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда, чередуете рельефные полустолбики, полустолбики. Договорились? До конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Несложно, я думаю, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши рельефные столбики, полустолбики до конца ряда. Все ровненько, аккуратненько. Заканчиваем точно так же получается, как и начинали. То есть у нас здесь будет просто обычный полустолбик. Вот смотрите, мы 2 столбика рельефных провязали. И вот там, где у нас была петелька подъема и столбик без накида, мы ныряем сюда и провязываем полустолбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. И по порядку вот так вот шагаем в каждый столбик предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. В схемке он у вас изображен зеленым цветом, видите, да? И вот так вот шагаете, несложно. В каждый, получается, столбик предыдущего ряда берете за верхушечку и в каждый столбик провязываете столбик без накида. То есть мы так с вами уже провязывали второй ряд, ничего сложного в этом нет. Давайте
самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики без накида. Ничего сложного, все ровненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот точно так же. У нас здесь были в предыдущем ряду 2 воздушные петельки подъема. Мы имитировали полустолбик с накидом. Вот во вторую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Дальше желтого такого, да, цвета ряд идет. 2 воздушные петельки подъема. Раз, два. Поворот. И теперь шагаем по порядку. Раз, два, три столбика. Провязываем полустолбиком с накидом. Накид. Нырнули в столбик, вытянули ниточку и все 3 петельки вместе. Раз. Накид. Нырнули, вытянули. Раз. Провязали за один раз 3 петельки. И еще раз. Итого у нас получается вместе с петельками подъема 4 столбика. Раз, два, три, 4. А теперь смотрите, наша с вами задача. Что мы делаем? Мы делаем накид, так, и возвращаемся вот к первому рельефному столбику. То есть получается столбики без накида пропускаем, опускаемся опять на ряд ниже. Вот это наш ряд. И мы, смотрите, накид. Захватываем этот рельефный столбик вот таким вот образом. Сзади наперед, столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. И он у нас, видите, как бы в наклон идет. Следующий столбик точно так же. Накид. Вот следующий рельефный столбик. Опускаемся к нему. Захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Вот они у нас 2 столбика немножко наклонены. Дальше смотрите внимательно, что мы делаем. Опять накид. Но наша с вами задача пропустить все вот эти столбики, которые у нас были провязаны, столбики без накида, да, и мы тянемся вот до следующих рельефных столбиков. Получается, накид, захватываем первый рельефный столбик, сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, рельефный лицевой столбик с накидом. Видите, они как наклоняются. Оп, посильнее. Вот. Следующий рельефный точно так же. Накид. Захватываем столбик и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вот. То есть как бы идет продолжение наших вот этих вот первоначальных столбиков. Они соединяются друг с другом. Дальше смотрите, что мы делаем. Накид. Получается, вот там, где мы провязали наш вот этот вот второй столбик, мы должны будем немножко вернуться назад. Так. Сейчас вам покажу. Вот получается раз столбик, 2 столбика. Вот к этому столбику возвращаемся и провязываем полустолбик с накидом. Считаем. Раз, все петельки вместе. Следующий. 2. Следующий. 3. Следующий. 4. Угу. То есть здесь мы их не провязывали, эти столбики, зато здесь провязали. Дальше. Точно так же получается. Наша с вами задача сделать накид. Вот у нас следующие 2 рельефных столбика. У нас, помните, 4 их было, да? 2 мы провязали, 2 еще остались. Опять накид. Идем к первому столбику. Вытягиваем ниточку, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Ко второму столбику. Рельефный лицевой столбик с накидом. Мы пропускаем все наши полустолбики, которые мы здесь провязывали, да, вместе с столбиками без накида. Идем к рельефным столбикам. Захватываем вначале первый столбик из 4. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. И второй. Вот таким вот образом. Опять у нас наши столбики как бы соединяются, друг к дружке наклонились. Видите? Теперь точно так же. Смотрим. Вот наш столбик раз, вот наш столбик 2. Мы возвращаемся, получается, к нашему второму столбику и начинаем провязывать полустолбик с накидом в количестве 4 штук. Раз, 2, 3, 4. Все. И вот так вот шагаете, видите, чередуете, получается, наши опять рельефные столбики с полустолбиками с накидом до конца ряда. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот у нас получается, как мы заканчиваем наш ряд. То
То есть получается, вот провязали 2 рельефных столбика, так, и здесь у нас получается, мы провяжем 2 полустолбика за вот этими рельефными, и остается один полустолбик. Мы провязываем его в столбик без накида предыдущего ряда. Оп, получается здесь у нас 3 полустолбика. Идем дальше. Следующий ряд у нас такой как бы фиолетовый, да, сиренево-фиолетовый. Воздушная петелька, поворот. И точно так же, как мы уже с вами провязывали, то есть мы возвращаемся все время одним и тем же рядом. Мы провязываем столбики без накида. По порядочку вот идем по всем нашим столбикам, не пропуская ни одного, и провязываем столбик без накида. Аккуратненько, монотонно и вот так вот до конца ряда. Поняли, да? То есть возвращаемся мы всегда столбиками без накида. Самый легкий, самый элементарный, простой ряд. Все, давайте, возвращайтесь самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики без накида. Ничего особенного, так? И заканчиваем мы ряд. Получается, вот в 2 петельки подъема предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. На этом наш ряд закончен. Дальше опять 2 воздушные петельки подъема, поворот. И шагаем, получается, вот наши первые 3 столбика, 1, 2, 3, мы их провязываем с полустолбиками с накидом. Итак, все 3 петельки вместе, 1, все 3 петельки вместе, 2, все 3 петельки вместе, 3. Так, и получается вместе с петельками подъема вот наши 4, получается, полустолбика. Дальше что мы делаем? Смотрите, мы делаем накид, опускаемся вот к первому нашему рельефному столбику. 1, 2, 3, 4. Работаем с рельефными столбиками. Итак, первый рельефный столбик захватили. Точно так же провязываем рельефным лицевым столбиком с накидом. То есть продолжается наш рельеф. Второй столбик точно так же захватили и провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше сразу же переходим на третий рельефный столбик. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом и четвертый. То есть здесь получается у нас по порядку все 4 рельефных лицевых столбика с накидом. Видите? Они шли так раз, соединились друг с дружком. Идем дальше. Теперь наша с вами задача провязать 4 полустолбика. Накид по порядку. Вот следующий столбик идет. Мы в него нырнули и провязываем по 3 петельки вместе. 1, следующий 2, следующий 3, следующий 4. И опять переключаемся на рельефные столбики. Точно так же провязываем 4 рельефных лицевых столбика с накидом. 1, 2. Удобно тем, что здесь не нужно, получается, провязывать рельефные изнаночные столбики, да? То есть мы с вами возвращаемся обычными столбиками без накида, и поэтому наши рельефные столбики будут всегда лицевыми. Это очень удобно. Вот таким вот образом. И вот так вот шагаете до конца ряда. Опять чередуйте, как в первом ряду. Помните, мы чередовали. Только здесь в шахматном порядке сместились. Вот были здесь 4 столбика, теперь 4 рельефных столбика здесь. Все. И вот так вот чередуйте рельефные с полустолбиками до конца ряда. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, растет наша красота. И как мы заканчиваем ряд? Мы заканчиваем ряд, получается, после 2 вот этих вот рельефных столбиков, ну 4, да, всего их. Здесь у нас будет 3 полустолбика с накидом. И все, ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И здесь мы уже знаем, да, что мы, получается, опять же, нырнули в этот же столбик, верхушку, провязали столбик без накида. И вот так вот шагаем до конца ряда и провязываем весь ряд столбик без накида. То есть мы уже знаем, что возвращаемся все время одинаково. Столбики без накида. Все, шагаем так вот до конца ряда. В каждую, получается, верхушку каждого столбика провязываем столбик без накида. Угу. Все, давайте, встречаемся в конце ряда. Так, провязали наши столбики без накида, тут без особенностей. Так, и идем дальше. Следующий ряд очень такой интересный, грязно-голубой цвет, да, 2 воздушные петельки, 1, 2, поворот. И наша с вами задача точь-в-точь повторить вот предыдущий ряд, где были рельефные столбики. То есть здесь мы провязываем в начале 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3.
А теперь переключаемся вот на наши рельефные столбики и точно так же провязываем 4 рельефных лицевых столбика с накидом. Раз, два, три и 4. Вот, что по итогу получается. Дальше шагаем опять вот по нашим столбикам и провязываем, получается, 4 полустолбика с накидом. Раз, два, три, 4. Все, видите? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Опять чередуете полустолбики, рельефные, полустолбики, рельефные. Угу. Несложно. Давайте. Так, вот мы провязали, получается, до конца ряда. Вот что по итогу у нас выходит. И после рельефных столбиков мы здесь провязываем опять 3 полустолбика с накидом. Опять воздушная петелька, поворот. И точно так же возвращаемся столбиками без накида. Тут без изменений, тут вы уже умеете провязывать. И вот таким вот образом шагаем назад в каждую петельку предыдущего ряда за верхушечку столбика. Провязываем столбик без накида. Все. Несложно, несложно. Давайте до конца ряда. И в конце ряда опять встретимся. Так, вот наш ряд столбиками без накида готов. И мы приступаем к следующему ряду. Такой, ну, интересный зеленый цвет. 2 воздушные петельки. Раз, два, поворот. И смотрите, по порядку в следующий столбик мы провязываем полустолбик с накидом. А теперь переключаемся на наши рельефные столбики. Накид, первый рельефный столбик захватили, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Есть. Дальше второй рельефный столбик. Точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. Теперь мы возвращаемся, получается, назад и провязываем полустолбик с накидом. Раз, за нашими рельефными столбиками. Полустолбик с накидом 2. Полустолбик с накидом 3. Полустолбик с накидом 4. Теперь вот эти оставшиеся 2 рельефных столбика провязываем. Итак, к первому рельефному столбику подошли. Рельефный лицевой столбик с накидом. Второй столбик точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом. Как только мы рельефные столбики провязали с этой стороны, мы переключаемся на следующий рельефный. Вот первый, второй наш. Накид. Захватываем первый рельефный столбик. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. И второй. Вот таким вот образом. У нас получается вот наши рельефные столбики, да, они у нас были вместе, потом они разошлись, теперь они опять вместе. Угу. Все, несложно. Теперь опять возвращаемся, получается, за нашими рельефными столбиками и провязываем полустолбики с накидом. 3 петельки вместе. Раз, два, три, 4. И опять провязывайте 2 рельефных столбика с этих столбиков, с этой группы столбика. И следующая группа столбиков опять 2 рельефных лицевых столбика с накидом. Как вам? Растет красота? Растет. Самостоятельно до конца ряда мы уже знаем, как провязывать эти ряды. Ну и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. Я немножко узорчик обдала паром, чтобы он немножечко выпрямился, а то он закручивается. Вот видите, что вот по итогу получается. Изнаночка, лицевая. Заканчивается у нас здесь ряд, получается, 2 рельефными столбиками и 1 полустолбиком. Все, и дальше точно так же. 1 воздушная петелька, поворот. И опять шагаем по верхушкам наших столбиков. И провязываем столбики без накида. То есть наш ряд неизменный. Мы возвращаемся, провязываем столбиками без накида. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, вот наш ряд столбиками без накида готов. Тут без особенностей. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Поворот.
В следующий по порядку столбик провязываем полустолбик с накидом. Есть. Дальше следующие 2 столбика провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом. 1, 2. Потом у нас идут 4 полустолбика. Полустолбики с накидом. 1, 2, 3, 4. И опять рельефные столбики. Смотрите, здесь у нас получится их 4 уже столбика. 1, 2. И следующие сразу же переключаемся. 3 и 4. Поняли, да? Вот. Это те самые, получается, столбики, которые мы провязывали в самом первом ряду. Видите? Вот. Дальше они будут здесь вот сужаться, сужаться, встречаться вместе. Потом опять расходиться, встречаться, расходиться. То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже понятно, что оригинально, интересно, рельефно, да? Давайте увеличим образец на несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Ну, вернее, получилось 2 вертикальных раппорта узорчика. Вот такая красота. Рельеф очень четко выделяется. Узорчик у нас получается односторонний, изнаночка. Так. Лицевая сторона. Удобно то, что мы провязывали рельефные столбики все время лицевыми. Угу. Как вам? Единственное, что я думаю, что на будущее я бы провязывала бы данные столбики не с одним накидом рельефные, а с 2. Мне кажется, все-таки все равно стягивает вязание. Видите, просится немножечко посвободнее. Как бы вот такой вот, как бы рекомендация на будущее. Возможно, это так из моих ниточек. Возможно, из ваших ниточек будет смотреться намного лучше. Поэтому пробуйте, обязательно пробуйте, вяжите образец из своих ниточек. Возможно, вам и не нужно будет 2 накида делать. Вот такая красота. Как вам? Рельеф видно четко. Из моих ниточек вот так вот чуть-чуть тянется, вот так вот практически не тянется. Из ваших может тянуться больше, может тянуться меньше. Обязательно провяжите своими ниточками. Давайте замерим. Итак, получается 34 воздушные петельки. Моя плотность вязания, мой крючок, моя пряжа. У меня вот это получается, смотрите, 19, ну с хвостиком, да, 19, может быть, с половиной 19,3 сантиметра. И здесь получается каждый рельефный столбик, да, это получается у нас 2 ряда. То есть рельеф, обратно возвращаемся столбиками без накида. Считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ну и тут 25. Мы обратно не вернулись. 25 рядочков. Ну, давайте за самую высокую точку померяем. Вот. 12 сантиметров с хвостиком. Видите, получается столько рядов и всего лишь только 12 сантиметров. Да, узорчик растет не быстро, сразу же предупреждаю, но оно того стоит. Угу. Если вы вязали что-то данным узорчиком, пишите нам в комментариях. Мы будем читать, вдохновляться, что вязали, каких ниточек, что у вас получилось. Делали вы по одному накиду в рельефных столбиках, или вы все-таки по 2. Ну и куда, в принципе, можно узорчик данный применить. Мне кажется, в силу того, что он такой плотный, он, конечно, подойдет и для кофточек, и для кардиганов. А также не забывайте, что можно связать из полиэфирного шнура. Что? Правильно, ковер. Это будет очень интересный такой массажный эффект. У меня просто уже был опыт вязания ковров из полиэфирного шнура. Это будет, конечно, оригинально. Интересно. Вот такая красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И кто еще не подписался, подписывайтесь. Много зрителей смотрят и не подписываются. Подписывайтесь заранее. Спасибо большое. Нажимайте на колокольчик. Вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте в свои плейлисты и смотрите с удовольствием. Не забывайте оставлять комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо вам большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.